we have not only one of the most prolific speedrunners, but also one of the best speedrunners of Ori in the Blind Forest in the world. And this is going to be a lot of good fun. But are you ready to get started, Primarix? Yeah, just about. Let's do it. In 3, 2, 1, Ранить будет go. условности нормал. 3, 2, 1, погнали. Сразу будем скипать пролог. Пролог посмотреть не будем, потому что пролог — это большая-большая сцена. Ори оригинальный, Definitive Edition, больше завязан на мувмент, нежели на какую-то боевку. То есть это как бы Metroidvania в том стиле, в смысле, что вы бегаете по 2D-карте, собираете какие-то пауэрапы, бла-бла-бла, и только потом можете достигать каких-то новых локаций. Боевка в этой игре очень базовая. Вы спустя несколько скиллов каких-то сможете отталкивать противников от себя, и вокруг вас летает вот этот светлячок, ну, начнет летать в какой-то момент, сейчас его пока еще нет, который наносит урон, ну, как бы, проджектайлы вокруг нас. В онлайн-релизе нет. Умирать будут, ресеты чекпоинты будут, поэтому не в онлайн. Вот. Если про сюжет быстро сказать, то Ори — это, по-моему, дух дерева, который выпал с дерева. Его нашла такая странная штука, как ее, Нару или типа того, и заботилась о нем и так далее. Вот. Но лес начал по какой-то причине умирать, увядать, и в конце его приемная мать так или иначе умирает с голоду. И Ори тоже такой, как бы, блуждая по лесу, натыкается вот на этого светлячка. Его как зовут? Штука существует, допустим. Вот. И тот говорит, что, эй, надо восстановить лес, для этого нам надо восстановить эссенцию, что там, огня, леса и воды, или типа того, тепла, леса и воды. Вот. И, соответственно, на этом построена как бы вся сюжетная часть, то, что как бы лес умирает, тут есть вот эти вот существа тьмы, это кракозябры какие-то. 4 народа жили, ну, почти. Вот, вначале... Да, сейчас... Почти в начале, после того, как мы возьмем Dash, по-моему, мы пойдем в локацию, которая была добавлена в Definitive Edition. Сетапим скип, клипнулись сквозь пол. Не умерли. So this is actually really important as we come to our next skill, wall jump. Allows us to jump off walls infinitely, which is nice. And then we're изучаем wall jump. Increasing our maximum energy. But here, теперь можем прыгать от стен. Экспа в этом ране супер важна, потому что мы манипулируем то, кого мы убиваем, то, какую экспу мы собираем для очень специфических левелапов. То есть клипы — это не ООБ, клипы — это не ООБ, ООБ в этой игре прям совсем. То есть категория у нас на ООБ Teleport Anywhere. Вот, эта игра сама по себе, по-моему, проходит за 5 минут. Дай проверю быстренько. Any процент какой? Any процент... 10 минут, any процент. Ну, почти. Yep, just gotta get past this slime so I can actually save. And we have a little bit of energy to play with because there is a level up coming up in the next area. So just using that to drop some saves so I don't go back quite as far. Но здесь как раз суть категории в том, что мы собираем все способности, которые дает нам игра.
Но для прохождения нам это все не надо. То есть будет большой глич, который мы увидим много раз. То есть он откроет меню, открывает меню левелапа, и потом его отменяет определенными инпутами, что позволяет нам передвигаться с меню на фоне. И в игре, поскольку вы можете менять скиллы и левелапиться только на сейвпоинтах, когда мы выбираем скилл, игра автосейвится. Таким образом, если мы выберем скилл с этим меню открытым, когда можем передвигаться в нем, мы можем поставить сейв в любом месте, что зачастую как бы ломает игру очень сильно. Да, до сих пор ковидное ограничение. Вот эта локация, это, по-моему, как раз локация, добавленная в Definitive Edition, если я правильно помню. Raising, lowering platforms, instant kill death lasers, which can give us a haircut or a little bit of a manicure. Oh, nice haircut there. Yeah, that one always fires for longer than I think it will. Yeah. Oh, but upcoming here, right? This is like actual recent optimizations that you had a hand in, right? Yeah, so there have been a lot of iterations, basically. Ковард Маффин, кстати, на комментаторах, он вроде ранит прям не столько эту игру, сколько он больше ранил Бинго, насколько я знаю. Вот, сетапим меню и будем делать скип катсцены за счет вот этого сейвинга. По сути, мы его дотягиваем. Очень сложно видеть, что мы делаем из-за такого как бы геймплея. Но мы дойдем до катсцены, выберем скилл, перезайдем через меню, большой скип будет за счет этого. Несмотря на то, сколько игре лет, немало уже, а оптимизации все еще находятся. То есть в какой-то момент, типа, SAP 30 это было супер круто, сейчас VR 26 с копейками. This enter. So there they are in a cutscene, going to be dropping the save, quitting the menu once again, and then they're going to be dropping down, stacking two cutscenes together, and then, yeah, beautiful position. Activating this tree is going to let them do some blind movement. I'm going to let them listen. Несколько катсцен запустили одновременно. Одну, когда дошли в меню, сохранились, вышли, потом закрутились, вышли, там начала открываться дверь. После этого взяли дерево, что начало еще одну катсцену. Там катсцены переписывают друг друга, дают нам обратное управление над персонажем и так далее. The first massive sequence break of the run, known as Frankie Walk. Normally we get Charge Flame, and then we go to the right side of the map. However, instead, we have a maximum energy of 2. Круто, ты на каком языке общаешься? Берем моба. Нам надо 4 энергии для открытия двери. Мы не качали энергию. Вот, поэтому мы убиваем моба прямо около двери, таким образом заряжаем 2 энергии из нас и 2 энергии из моба, которые мы получаем. Yeah, incredible stuff. That was absolutely massive. Like literally, if Primarchs had taken a death there before the save, they would have gone all the way back, really close to Dash Tree, costing like over a minute. But here's Grotto God Cycle. Watch this. Oh no, it got ramped. Yeah. Не попали в цикл, к сожалению. Okay. It only costs about like 8 seconds, but upcoming here is going to be a really cool thing, right? Getting through this keystone door, right? Yeah. So we actually route this. There are 2 keystones in this area. В этой локации две двери, для которых надо собирать ключи. Мы соберем только один. Начнем открывать дверь. Да, объясняют, что двери, которым нужны камни для открытия,
не привязаны к конкретным камням, поэтому мы можем брать другие. То есть за счет того, что мы умерли, когда дверь начала открываться, по-моему, там зареспавнился опять ключ. Может, я полную чушь говорю, сейчас узнаем. Не, не прав. Да, подбираем энергию, теперь у нас макс энергии 3. Oh, it just bonked their head. Okay, they're gonna retry it. Oh, that was so close. Just jumped out a little bit early. Не выходит, но этот скип. Trick, chat. And they're able to get up there. Nice. Все, окей. Nice. Yeah. По сути, это как бы абьюз волджампов. А мы вообще проходим локацию задом наперед. Мы должны идти сверху вниз, но мы идем снизу вверх. За счет того, что этот мы скип сделали. Можно будет видеть, что вот этот гума стоит и как бы нифига не делает. The boss floats too. I'm sorry, Twitch chat. This is a bit of a meme, but I can't explain it. There's no time. You're not going to see this anywhere. But basically, we're able to get a lot of speed in a slow zone that we normally can't dash through. Ну, видите, мы поднимаемся наверх, а катсцена проигрывается внизу мимо того, что мы это там, да, Маффин что-то опять скурил и смеется над своими шутками сам про себя, которые даже не говорит, говорит, ой, там, говорит, шутка, это, говорит, мем в комьюнити, я, говорит, не смогу объяснить даже, просто сам поржал, спасибо. But basically, this is going to be on the way to none other than Ginso Tree, which is going to be our first dungeon. But upcoming here is going to be a really particular cycle. Yep, so just pausing here for a bit for that Frankie to get out of the way. Let's see if I can get up here. Oh, not quite. Yeah. So I do take damage there, which basically just means I have to route my Ginso tree a little bit differently if I can actually get through here. Okay, yeah, the rock was just barely not pulled enough. Then, yeah, holding crouch and dashing through is going to allow them to get through. And they have to be careful. They're on 1 health, as you can see in the user interface in the bottom center of the game screen. So here, taking down the slime, then climbing up. This is honestly nice, because this is going to get us a little bit of additional padding EXP. Это первый, что называется, данж, потому что по, как я уже писал, по сюжету нам надо восстановить 3 элемента. Элемент что там, воды, тепла и чего-то еще. Вот мы идем в дерево. Это вода? По-моему. Да, за счет того, что мы перезашли в локацию, позволяет нам двигаться вместо катсцены. Вода, воздух, огонь. Огонь в конце. Огонь сам последнее, что мы делаем. Это я точно помню. Я вот не могу вспомнить, это вода или воздух. Это вода, это вода. Воздух позже, когда нам природа. Все. Это точно вода, я правильно помню. Это не вода. В смысле? Ладно, неважно. Было слишком давно, как я играл в Ори, я уже, к сожалению, не помню. Я помню только то, что мне вторая игра больше нравится. По-моему, это вода. Hey, Richard! I love you, Prim and Covert. Ori's been such a positive part of my life, and I appreciate both of you and everyone in the community. Thank you, Richard. Делаем голосовалку. All right, so, okay. Not going to get the 3-cycle here, but that is not a problem. К сожалению, 3-cycle не вышел, потому что здесь небольшой рандом того, куда телепортироваться мог. They actually have an upgrade known as Quick Flame, so instead of groupings of 2, they can attack in groupings of 3. Nice RNG from that boss. They have 5 different locations that they can be. And so the boss dying on one of the top portions allowed Primarchs to be able to grab that experience. And that is really massive for the state of the route for Primarchs, especially coming through into the mid and late game portions. То, что моб умер на потолке, говорят, это очень хорошо, потому что мы смогли подобрать экспы. At very specific points throughout the run, and these have been sculpted and optimized very specifically. So far, some like really nice marathon luck in terms of like the Spear Light and how that's been shaping out so far. But my goodness, here is Bash. Yep. So Bash is just like the
Ori game skill, I guess. Yeah, totally. You grab like a lantern or enemy or projectile. Получаем бэш, теперь мы можем использовать мобов или фонарики или проджектайлы для того, чтобы телепортироваться, и это будет важно и для мувмента, и как бы для прохождения, то что вот, видите, мы навигация проджектайлов начинается, различные ломающиеся стены. Вот, и потом мы будем использовать бэш, чтобы вертикально залезать с помощью мобов. Скоро уже. Вставляем 3 ключа в дверь и умираем. Потому что дверь... Потому что мы дверь уже как бы вставили. Да. Короче, по сути, мы собрали кучу вот этих кейстоунов в инвентарь, потому что мы вставили 3 в инвентарь и умерли при этом сразу. Они остались в инвентаре, но 4 на карте респавнулись, и в итоге у нас 7 кейстоунов в инвентаре. Yeah, so this was really cool because we have a really active and amazing randomizer community here. And so this was really pioneered in the randomizer itself, and then ported over by Runner, whose screen name is Sigma Sign, into the route. And it saved like kind of close to 30-ish seconds overall. But here, Primarix is going to set a save and then enter a cutscene doing some blind movement. So I'm going to let them listen because they have to do this blind and listen on the cadence. Good luck. И сетапит в мувмент во время катсцены. По звуку ориентируется, что происходит. So they're going to be coming over and taking this frog, and so here's the sequence break itself. This is known as swamp entry. So basically, frog projectiles will go a distance based on how far away Ori is when the shot ends up spawning. So they're using double bashes to redirect Ori, but not change the direction of the projectile. Primarix is able to get swamp entry first try. Let's Используем скип, где используем проджектайлы жабки, чтобы сделать то, что как бы мы должны делать, по сути, уже на пути назад, когда у нас стомп есть, насколько я понимаю. Не-не, концовку получают. То есть это all skills, это больше как, типа, что надо сделать перед тем, как игру закончить. Но как бы там последний данж проходить это... Вот получили стомп. I love Ori so much since the first minute. Best luck to the runner. Greetings from Japan. Hey! Yo, thank you. И по сути мы бы вот здесь вот выходили со стомпом. Используем жабу. С помощью него залетаем до скиллпоинта. Будет очередной гигантский скипос. Скипает катсцену еле-еле. 18 секунд. Массивный скип, действительно. Если бы задели катсцену в скуру. Куру — это вообще большая птица, по сути, главный протагонист первой игры про Ори, которая, по сути, погасила дерево, украв из него, выкинув из него вот этот Сейна, который с нами летает, этот светлячок. Сделана птица это потому, что когда-то у нее было гнездо и птички, вот, а потом что-то был то ли пожар, то ли что из-за дерева, короче. И у нее, по сути, все потомство погибло, кроме одного яйца, и она в ярости пошла и разнесла там дерево, погубив параллельно лес. Все ради своего единственного яйца, которое осталось еще живым. Вот, и поэтому, естественно, она нас не любит за то, что мы пытаемся восстановить все это. И, ну, как бы мы по игре еще ни разу, по рану еще ни разу не видели, но должны были уже, по сути.
Или типа был мороз, все замерзли. Это потом, потому что все как бы начало вымирать, там не мороз, там типа там вот эта вот чума везде, непонятная, голод, туда-сюда. Объясняю сюжетно уровень, на кончиках пальцев, так сказать. Да. Довольно в лейт-гейме уже здесь все, по сути, убивает нас с одной тычки. Big sequence break where we are going to be using a spider shot in order to be able to break the stompable rocks that normally allows us to get access to the glide location. Берем паука. Начинаем, заходим в менюшку, чтобы сделать Safe Anywhere. Now, Charge Dash is going to allow us to augment dash by spending energy in order to change dash into a homing attack, which we are going to use in a lot of different ways. Level up in Charge the Dash. most important way here, as we are going to be getting glide, which allows us to fall, right? Allows us to fall. Вот, получаем перышко, перышко позволяет нам парить. Down in order to go up. I know this may not make much sense because of the way directions work, but they're using Charge Dash to fall quickly with some. Then doing a rocket jump to be able to cancel out that Charge Dash with a jump. Then coming up here, we're going to be grabbing these energy crystals to get some energy back that we spent with Charge Dash. Then coming over here, using this bird, we're going to bash it up, then take it over because that's right, we're skipping Forlorn Ruins, and we're going to get into Zaro first try. Чтобы загнать ее между шипами, и супер много раскипали. Rocket Jump — это механика, как она работает, сейчас я вам поясню. Это Charge Dash на противника, который над вами. Потом мы канцелим и, по сути, чейним таким образом прыжки, чарджи и поднимаемся на основе одного и того же моба наверх очень высоко. I mean, what more can I say? Oh my god. Can't believe I got that first try. That's why I safety saved. So incredible. So accidentally also spending an energy here means we can't do a ghost door right outside of Charge Jump Tree. But that's okay. Amazing display, dude. I'm so proud of you. That was incredible. Thank you. Yeah. So the energy routing here is really tight. So even just a slight mistake here means I'm not going to get the ghost door save, just losing a little bit of time opening this door on the way to Charge Jump, but it's really fine. Everything is just routed so that you end with like 1 or 0 energy every time you get a refill. Yeah, and this is going to be massive in the upcoming area where, especially in the late game, like utilizing Charge Dash, we actually have different ways of like refunding the energy. Получаем Charge Dash, по-моему, здесь мы. Который будет в лейт-гейме использоваться много для ускоренного мувмента. В нормальном прохождении это был бы последним скиллом, но здесь это не совсем так. In the left side of the map, which is going to be none other than Misty Woods. So here, utilizing Stomp to fall down fast, as well as like dashing in particular spots. So now, oh yes, beautiful. Going to do a downward rocket jump, Stomp, Charge Dash и then dropping a safety jump вниз. But in here, right, Primarix, why don't you tell us a little bit about what you're doing in this area? Yeah, so this is all just using И супер movement heavy локация. Просто делаем Charge Dash, потом Bash и все это по очереди. Yeah, so having the user interface here, because normally we turn the user interface off. Объясняют, что по сути не должно хватать на это энергии, как бы по логике, но за счет непонятно за счет чего на самом деле. Чейнем так много. Ну, тут начинает полная, как бы в конце рана начинается полная дичь твориться. В плане мувмента. Or like bashing off a lantern or something else, or even stomping is going to allow us to get that energy back. But here we go. Here's going to be climb. It's going to be beautiful. It's going to allow us to hold onto walls
И теперь мы можем прикрепляться к стенам, не просто скатываться по ним, а можем на месте висеть. Но нам это уже не очень нужно, это просто мы более делаем просто, потому что категория требует того. The routing is, really clean, and we actually use all of that resource to the fullest potential. Yeah, indeed. And so nice safety save there, right? And like once again, Primarix is on base health, chat. They're like they could have like 7 health at this point, but like no, Primarix is like, no, I'm good. I've like 1 shot killed, no problem. So here, just getting some energy on the way back down is going to allow us to be able to spend more energy to go Zoomy. And so как мне новая Диабло? Никак, я ее не видел, не играл, потому не знаю. And now we are going to be coming up to a mini boss. Надо собрать все способности перед тем, как закончить игру. Ну, игру закончить все равно надо. Очень мало игр, где требования категории не требуют потом закончить игру. Не, понятно, что такие есть, типа там в GTA, там всякие All Decks или там в Сан-Андреасе, например, там какие-нибудь все там подковы, всякая тут хрень. Да, но это по сути категория собрать все скиллы и закончить игру. Ну и плюс без ООБ и без телепортов. Там есть глич, когда можно телепортироваться в точки, которые не открыты на карте. Такая же фигня есть в Will of Wisps. And so like it's incredible, right? And so like these are all considerations that we have made for the speedrun itself. But here's a really cool glitch. We're going to be holding a lever open, then saving the game and coming through. And so here there's going to be some instant death lasers that are going to be massive for a cycle, right, Primarix? Yep, and the interesting thing here is once we get kind of out of this area, don't so once we get out of this area, the laser cycles are actually preserved. Yeah. So I have to keep track of like roughly where I am and know, can I actually do the perfectly optimal movement, or do I have to wait for the cycle on the way out? Да, ну, конечно, передвижение в меню это очень сложно, потому что ничего не видно. Отсюда не очень легко смотрибельный ран. Вообще, он как бы вообще уже в принципе сложно следовать за тем, что происходит. Даже если как бы играл в игру. Что Маффин там скорость Тины Канделаки болтает. Which is normal in the game, but throwing a grenade 1/60th of a second. That's right, 1/60th of a second is going to allow us to do some nice zoomies. The second fastest form of movement besides uncancelled charge dashes. Oh, I got health, by the way. Oh, hey. Oh, wow. Все, по-моему, теперь мы отправляемся в конец. По-моему, уже должен быть сейчас Had to donate during the Ori run. Этот It was my first дерево, speed game, and the по-моему. community is incredibly welcoming. Oh. It's also my first in-person GDQ, and it's been awesome to meet some of them here. Oh, that's great. Welcome. Good luck, Primorix. You've got this. Thank you. And so here's going to be a really cool grenade jump, directly horizontal, then gliding for a split second, doing a Patera jump, and then coming through, able to get all the way to Mount Horror. Очень ровненький мувмент прямо до до Хору долетаем. Здесь мы заходим внутрь, и сразу он будет выходить в меню, потому что тут Frame Perfect скип последнего данжа, по сути. Сейчас будет автосейв, потом он перезайдет в менюшку, и сразу при загрузке спамим вход. И если это сделать, то мы телепортируемся сразу в конец данжа. И теперь, по сути, последний escape sequence. Просто бежим от Куру, и все. Типа, все, мы довели нашего светлячка, восстановили все на свете, там, огонь, воду и так далее. Птица несчастлива тем, что мы делаем. Там параллельно где-то
ожила наша приемная мать. Вот, и сейчас после, по сути, в конце эскейпа птица нас ловит, но потом приходит наша приемная мать Нару. Да, и мы воду никогда, кстати, по-моему, не починили, поэтому вода все еще отравлена. Почти конец. Последний инпут и сейчас будет за Нару. Вот, и суть в том, что птица видит, как Нару заботится о Ори, вспоминает свои теплые чувства к своим детям, и такая, типа, растроганная, улетает, что-то там не дает чему-то взорваться, или типа, то она сама погибает. Вот, но таким образом она защищает свое последнее яйцо от гибели, которое потом Нару и Ори, ну, оно в конце игры как раз начинает трескаться, это типа титры начинаются, вот, а во второй игре уже эта птичка, как она там называется, я не помню, как мелкую зовут птицу, вот, это уже часть второй игры, где она... С ней тоже мы играем там. И да, время. Я уверен, что я не смог откомментировать эту игру достаточно хорошо. Это очень сложный ран. В плане техники это один из самых технических, в моем понимании, Metroidvania вообще какая есть, потому что мувмент здесь абсолютно безумный. Очень сложный. Вот. И если не играли, то, ну, может, поиграйте как-нибудь. Игра прикольная, очень хорошая игра. Если больше нравится Metroidvania, ориентированная на боевку все же, то поиграйте во второй Ори. Will of Wisps. Ку, точно птица называется, да.